Стрим выходного дня. Ну, почти стрим. Потеплело, видите, я снял куртку. Местные, кто давно живет в провинции Аликанте, говорят, что уже зима закончилась. Ну, нет, на самом деле ночью еще около 5 градусов. Холодно. Но днем вот я утром ходил в куртке. Уже некомфортно, уже жарко. Поэтому я в одной вот кофте хожу. Так вот, подписывайтесь. Это теперь моя любимая мантра. Ну, зачем это нужно? Вот объясню, зачем нужно. Первое. Подписавшись и оставив комментарий, вы получаете шанс выиграть бесплатный VPN. Подписку я выдаю раз 3 комментариям. То есть случайным образом выбираю 3 комментария. И человек, который оставил комментарий, должен быть подписчиком. И тогда он получит право на бесплатный VPN. Плюс, среди тех, кто оставляет комментарии и является моим подписчиком, я разыгрываю раз в квартал подписку на стриминговые сервисы типа Netflix. То есть есть прямая выгода от того, чтобы быть моим подписчиком и оставлять комментарии. Второе, когда вы подписаны, вы получаете, у вас стоят все уведомления, значок, вы получаете информацию о новых видео, которые вышли, чтобы ничего не пропустить. А я стараюсь записывать разноформатные видео, то есть разного содержания, разного формата. Иногда мне нравится делать просто видео с красивой испанской природой и погодой. Например, как сегодня, вот покажу вам. Посмотрите. Ну, красиво же. Находят тучки с территории континентальной Испании. Тепло. Наверное, градусов 20, если не больше, сейчас на улице. Легкий ветерок. Люди себе огородики здесь сделали. Как я понимаю, это муниципальная земля. Вот. То есть у меня разноформатные видео. И тот, кто подписан, и тот, кто поставил все уведомления, он сразу узнает о том, что выпустил новое интересное видео. То есть комментарий — это что, какой-то ништяк, который вы можете получить, а подписка — это возможность получить какие-то интересные, полезные знания из моих видео, или просто посмотреть под музыкальное видео, как выглядит Испания, испанцы, как они тут живут. Вот. Прекрасные люди пьют. О, смотри, какие веселые. Молодцы. Вот. Прекрасные, веселые, пьяненькие испанцы. Им все хорошо. Ну вот. Вообще люди здесь, конечно, живут для того, чтобы наслаждаться жизнью, а не для того, чтобы работать. Весь смысл жизни испанцев — это наслаждение и убегание от проблем. Давайте сегодня краткие такие итоги подведем месяца, в течение которого я жаловался на текущие фекалии в горячем ключе. Я написал жалобы в прокуратуру Краснодарского края, написал жалобу в Министерство природных ресурсов Краснодарского края, написал жалобу в Министерство топливно-энергетического комплекса края, в полицию. Я написал о том, что обнаружен слив фекалий. Куда еще? Россельхознадзор, Росприроднадзор, Роспотребнадзор. Также написал в мэрию Адыгейска, через который протекает фекальный Сикупс. Также написал в президенту Республики Адыгея
написал Роспотребнадзор по Республике Адыгея. В надежде на то, что ситуация заинтересуется. Прошел месяц. Есть 2 точки слива фекалий около насосной станции на Ярославского 139 и Пономаренко 5. Затоплены земли поселений, земли лесного фонда, сельхозземли и вытекает в реку Псикупс. Также я написал депутатам Совета муниципальных депутатов Горячего Ключа в Законодательное собрание Краснодарского края и написал в Государственную Думу. Из Минприроды мне мой сосед Олег Пензиев не поверил, что это я, и потребовал явиться к нему в Горячем Ключе в офис. Ну хорошо, допустим, что я нахожусь в Владивостоке. Как вы думаете, стал бы я являться к нему в офис? Я думаю, что это форма, возможная форма, как отказать заявителю под маркой того, что его личность не определена. Второе, это такое же требование от меня, ко мне, вернее, от Россельхознадзора, явиться к ним в их офис на Лукьяненко в Краснодаре. Этим товарищам, как и, собственно говоря, Пензиеву, я отправил подтверждение того, что это действительно я, заявитель по этим новым разливам. Пока я жду, как они отреагируют, как они на мое заявление, что я действительно направлял эти заявления, сделанные публично, скажут, что это не я, а искусственный интеллект сгенерировал кого-то похожего на меня или какую-нибудь другую глупую отмазку придумать. Но хорошо, часть заявлений я отправил через госуслуги, где личность заявителя подтверждается. Жду, когда мне ответят на эти заявления по существу. Пока мне приходят технические отписки о том, что вот мы ваше заявление приняли, ну и отписки типа «Кто ты такой?». Мне написал один из депутатов, вернее переслал ответ Россельхознадзора, которые радостно такие написали: а вот эти вот земли рядом с Пономаренко 5 не относятся к сельхозземлям, и мы их не контролируем. Хорошо, ребята, вы их не контролируете, потому что вы контролируете сельхозземли только. Но я же вам перечислил больше 5 участков сельхозземель около Ярославского 139, где и в 22 году, и в 24 году, и в настоящий момент поля залиты фекалиями. Что насчет этих участков? Смогли вы по ним, допустим, выехать, собрать материалы, провести экспертизу? Этих ответов у меня пока нет. Но депутат неожиданно, это очень приятно, отозвался. Он мне написал, переслал ответ Россельхознадзора. Надеюсь, что на его депутатские запросы отвечать будут быстрее. Но мне пока, кроме того ответа, ничего депутат не присылал. Я его вам присоединю. Это единственный избранник народа, который прореагировал на мои обращения. Ни Даниил Фоминых, ни депутаты Горячего Ключа на мои обращения, другие депутаты, не ответили. Надеюсь, пока. Так,
Что я знаю по месту? По месту я знаю, что на Ярославского 139А это адрес колодца, из которого текут фекалии. А насосная станция находится на Ярославского 139Б. Так вот, еще когда я был в России, на колодце, оголовья которого размыты были фекалиями, чтобы я наконец-таки замолчал, поставили сверху бетонное кольцо. Обычно для канализации стандартное бетонное кольцо, которое вот 90 сантиметров в диаметре и там метр 20 высотой. Я видел, что его ставили на бетон, на раствор. И по идее, если уровень фекалий в колодце повышается канализационном, то они хотя бы остаются внутри, они вытекают на поля. По последним данным, у меня есть видео, я вам его приложу. Это кольцо лежит сейчас на боку рядом с колодцем. То есть кто-то, предположительно водоканал, нашел технику, чтобы сдернуть это кольцо с раствора вокруг колодца и позволить вытекать фекалиям не фонтаном на уровне метра над землей, а тихонько разливаться по полям на уровне земли. Вот. Ну, по этим новым фактам, которых я узнал сегодня, будут написаны еще заявления. Посмотрим, как это реагирует. Меня удивляет то, что полиция решила полностью игнорировать мои заявления. Они обязаны сообщать о том, что приняли заявление, зарегистрировали его, присвоили номер КУСПа. Сейчас полиция просто проигнорировала эту свою обязанность. Ну вот, пока такие результаты. То есть время идет, прошел месяц. Насколько я понимаю, сейчас фекалии по-прежнему остаются на полях. То есть поля по-прежнему около горячего ключа залиты фекалиями. И правоохранители упорно не замечают этой ситуации. Более того, есть прямое свидетельство. Вот это лежащее на боку кольцо. Свидетельство того, что сознательно сотрудники водоканала спровоцировали новый разлив. Это никакое не стихийное бедствие и не авария. Вот, пока все. Поднялся на горку. Смотрите. Ох, тяжело.